Сокол яростно охранял крошечного, беззащитного котенка, как своего собственного. Для спасательной команды этот день начался, как и многие другие, с ежедневного кормления на улице. Они заботились о местных бездомных животных, заботились о том, чтобы у них было питание и минутка доброты в их зачастую суровой жизни. Внезапно их рутинную работу прервали взволнованные голоса детей. Дети подошли к ним, торопливо рассказывая о лежащем неподалеку котенке, который потерял сознание. Команда немедленно последовала за детьми. На сердце у них уже было тяжело от беспокойства. Дети отвели их к месту, расположенному недалеко от того места, где они кормились. Там, в укромном уголке, лежал крошечный котенок, казавшийся безжизненным. Было душераздирающе видеть такое маленькое существо таким беззащитным и неподвижным. Один из членов команды осторожно взял котенка на руки. Он был вялым и не реагировал, едва дыша. Они знали, что должны действовать быстро. Когда они занялись первым котенком, при ближайшем рассмотрении обнаружилось нечто еще более тревожное. Прямо рядом с тем местом, где они нашли первого котенка, почти незаметный, был еще один котенок. Затем, как ни странно, они обнаружили еще одного котенка, спрятанного в старом, выброшенном на помойку горшке. Это был помет, брошенный на произвол судьбы в суровых условиях окружающей среды. Все котята были невероятно маленькими и, похоже, из одного помета. И, судя по их состоянию, они пробыли наедине не так уж долго. Их первоочередной задачей стали поиски матери. Выживание таких маленьких котят полностью зависит от их матери. Они знали, что она не могла быть далеко. Они начали обыскивать местность, тихонько окликая ее, надеясь выманить ее. Если она была поблизости и, возможно, пряталась, была напугана или ранена. Прошло совсем немного времени, прежде чем они заметили ее. Она действительно была где-то рядом, частично спрятавшись в кустах, и настороженно наблюдала за ними. Кошка-мать была явно напугана, ее поза была напряженной и готовой удрать. Они поняли ее страх. Люди часто могут представлять опасность для бездомных животных. Они знали, что должны подходить к ней с предельной осторожностью и терпением, чтобы завоевать ее доверие. Они решили, что лучше всего предложить ей еду. У них с собой было немного желейного кошачьего корма, заманчивого и легко усваиваемого продукта. Медленно и осторожно они протянули ей еду, говоря мягким, успокаивающим тоном. Сначала она колебалась, не сводя с них глаз, оценивая их намерения. Они двигались медленно и не опасно, позволяя ей наблюдать за ними. Они поставили еду на некотором расстоянии от себя, слегка отступив, чтобы дать ей пространство и показать, что не хотели причинить вреда. Это был изящный танец укрепления доверия. После недолгих колебаний голод, наконец, победил страх. Она осторожно прокралась вперед, по-прежнему не сводя с них глаз, но теперь ее внимание привлек соблазнительный аромат еды. Она начала есть медленно, сначала осторожно, а затем с большим рвением, когда поняла, что они не собираются причинять ей вреда. Они протянули руку, снова медленно и осторожно. Они нежно начали поглаживать ее, предлагая мягкие, любящие похлопывания. В ответ она подалась навстречу их прикосновениям, явный признак того, что теперь она принимает их любовь и заботу. Теперь, когда кошка-мать чувствовала себя комфортно и доверяла друг другу,
Следующим важным шагом было воссоединение со своими котятами. Как только она увидела их, все остатки страха и неуверенности исчезли. Она сразу же начала облизывать их, тыкаться в них носом и осыпать нежностью. Это было трогательное проявление инстинктивной материнской любви, убедившее их в том, что они поступили правильно. Она начала громко мурлыкать, издавая урчащий звук удовлетворения и облегчения, когда узнала своих малышей и начала заботиться о них, как раз в тот момент, когда они испытывали чувство облегчения и удовлетворения от воссоединения матери-кошки со своими котятами. Дети, которые сначала предупредили их о появлении котят, снова подошли к ним. На этот раз их история была еще более невероятной. С широко раскрытыми от удивления глазами они рассказали о соколе, которого видели на соседнем дереве, настаивая на том, что этот сокол усыновил котенка. Сокол усыновил котенка. Сначала они не могли отделаться от мысли, что дети шутят или, возможно, неправильно истолковали увиденное. Соколы – хищные птицы, охотники, а не воспитатели котят. Это казалось невероятным, причудливой сказкой, придуманной юными умами с богатым воображением. Но дети были настойчивы. Их искренность убедительна. Они настояли на том, чтобы показать им это место. Дети подвели их к высокому дереву, и когда они приблизились, то были готовы увидеть. Они не были уверены, что именно ожидали увидеть, но уж точно не то, что было на самом деле перед их глазами. Там действительно был сокол, а под его крылом, в полной безопасности и, казалось, довольный, уютно устроился крошечный котенок. Они были крайне удивлены. Это была сцена, которая не поддавалась логике и ожиданиям. Сокол, существо, известное своим свирепым охотничьим мастерством, выступал в роли защитника, опекуна беззащитного котенка. Они не могли поверить своим глазам. Они осторожно приблизились, желая поближе рассмотреть котенка. Но когда они попытались осторожно дотянуться до котенка, сокол отреагировал мгновенно и яростно. Он пришел в невероятное возбуждение. Он начал бить их клювом. Резкие и сильные удары были направлены на то, чтобы отпугнуть их. Это было ясно. Сокол воспринял их как угрозу. По его мнению, они пытались отобрать котенка, которого он взял под свое крыло. Он защищал котенка со всей силой своих защитных инстинктов. Он немедленно отступил, понимая, что любая попытка прямого вмешательства будет встречена агрессией и, скорее всего, вызовет стресс как у сокола, так и у котенка. Мать этих котят пропала без вести в течение нескольких дней. Это объясняет, почему сокол мог вмешаться. Возможно, он по-своему осознал уязвимость котенка и вмешался, чтобы заполнить образовавшуюся пустоту. Изначально им сказали только об одном котенке, живущем с соколом. Но по мере того, как они общались с большим количеством людей, они узнали, что, возможно, речь идет о другом котенке. После повторного осмотра местности они действительно нашли еще одного котенка, спрятанного неподалеку. Похоже, он был из того же помета, что и остальные. Кусочки головоломки вставали на свои места, вырисовывая более четкую, хотя и душераздирающую картину. Местные жители рассказали о трагическом событии. Мать котенка попала под машину. Прохожие, ставшие свидетелями происшествия, пытались помочь ей, но от боли и страха она в ответ укусила их. Неверно истолковав ее защитную реакцию как агрессию, люди, к сожалению, оставили ее в покое, полагая, что ей уже не помочь, возможно, она уже мертва. Но бедная кошка, несмотря на полученные травмы,
скончалась не сразу. Она просто потеряла сознание от шока и травм, полученных в результате несчастного случая. Вооружившись этой новой информацией и вновь ощутив необходимость действовать в срочном порядке, они немедленно отправились на место, где в последний раз видели раненую кошку. Они нашли ее лежащей без сознания на обочине улицы, как и было описано. Люди действительно оставили ее, думая, что она уже скончалась. Время было на исходе. Один из членов их команды быстро и бережно доставил ее в ближайшую ветеринарную клинику. Ветеринар подтвердил, что ее сбила машина, вероятно, когда она пыталась перевести своих котят в более безопасное место. Она храбро пыталась защитить своих детенышей, когда произошла трагедия. Вернувшись на место, где они нашли сокола и котят, они поняли кое-что еще. Рядом с потерявшей сознание кошкой-матерью, когда ее нашли, был еще один котенок. Было душераздирающе представить себе эту сцену. Раненая мать, падающая в обморок от полученных травм, и ее крошечный котенок, лежащий рядом с ней, возможно, подброшенный туда благонамеренным, но в конечном счете бесполезным прохожим, а возможно, просто неспособный покинуть свою мать. Поскольку кошке-матери была оказана неотложная ветеринарная помощь, они снова обратили свое внимание на сокола и котят. Они осторожно извлекли 3 котят. 2 из гнезда и 1, которого нашли ранее. Затем они снова приблизились к соколу, на этот раз с котятами на руках. Когда они взяли котят на руки, поведение сокола изменилось. Он был очень обеспокоен. Его взгляд был прикован к котятам, словно умоляя их не забирать их. Это был трогательный момент. Он был свидетелем явного огорчения сокола из-за перспективы потерять котят, которых он так старательно защищал. Наблюдая за тем, как соколы тщательно охраняют этот район, и зная, что этот район небезопасен как для семейства кошачьих, так и для соколов, они приняли важное решение. Они решили взять с собой обоих соколов, самца и самку, как выяснилось позже, а также все семейство кошачьих. Это было обязательство обеспечить им безопасность, заботу и шанс на лучшую жизнь.